Что касается HR, то это все, что связано с человеческими ресурсами. И здесь, конечно, в первую очередь, наверное, интересует, что происходит сейчас с рынком, да, что с ним будет. Ну, вот те вакансии, которые были еще размещены в январе-феврале, пока еще компании продолжают поддерживать на топовых ресурсах. И кажется, что рынок пока, да, вполне себе такой наполненный вакансиями, но большинство из тех, кто практикует и карьерным консультантам, и HR, которые уже получили от топов задачи по оптимизации штата в компании и изменениям в компании, понятно, что за лето часть вакансий схлопнется, и к сентябрю мы получим совершенно другой рынок. Да? Если сейчас себя очень вольготно чувствовали кандидаты, они приходили, выбирали, они могли достаточно свободно прийти в компанию и отказаться от оффера, ища себя в чем-то другом, да, то сейчас будет достаточно сложно с этим, и количество вакансий уменьшится, и рынок станет рынком работодателя, как это было в кризисные моменты. Две категории соискателей, которые точно окажутся в самом сложном положении, это те, кто окончил вузы. Привет моей дочери, которая заканчивает в этом году свое обучение. И те, кто, скажем, старше 45-50 лет, сейчас находятся в поиске работы. Вот эти две категории наиболее уязвимы, на мой взгляд. Но у одной есть оптимизм, который трудно сломить чем-то, потому что в молодом возрасте ты готов браться за любую работу, и у тебя нет негативного опыта, ты еще его не переживал. А у тех, кто старше 45, есть опыт, поэтому, пережив 98-й, скажем, они гораздо легче адаптируются и гораздо проще смотрят на многие вещи, потому что понимают, что истинные ценности, они просты. Вот здесь, наверное, только опираясь на эти моменты, можно как-то спокойно смотреть правде в глаза. Потому что я из тех людей, кто искренне считает, что АИДа – это все-таки не формула продающего текста, это опера в первую очередь. Вот. А писать нужно искренне. Эмоции порождаются смыслом, да, это, по-моему, у Роберта Макки было, ну или бессмыслицей в нашем национальном контексте, это тоже, в общем, нам помогает иронизировать и быть на плаву в любой ситуации. Вот. Учатся у нас и фармацевты, и банковские сотрудники, и люди, которые занимаются продвижением себя там, в психологии или в каких-то других областях. И вы знаете, вот то, что я сказала, терапевтический эффект, он прям налицо. Как-то люди расцветают, и обратная связь такая. Одна из участниц первого потока написала в отзыве: если вы думаете, что вы будете на этих курсах учиться, как писать тексты, вы будете изучать себя. И это, конечно, радует, потому что, оказывается, вот этот инструмент, он пришелся сейчас очень кстати. Есть вопросы от наших зрителей. Спрашивают, как вы думаете, что же будет с людьми, которых уволили за год-два до пенсии? Это вообще самая уязвимая категория. Здесь, конечно, вот как и в случае с 45+, все зависит от людей. И зависит от их потенциала и от их отношения вообще к себе, к миру, к тому, чего они хотят. Есть люди, которые и в 25 сложат крылышки и скажут: нам должны, и мы ничего не будем предпринимать, и там худо-бедно протянут на пособие. Кто-то точно будет плести корзины, вырезать из дерева, реализовать себя в том, в чем давно хотел, и найдет себя в этом. Вот я уверена, потому что все-таки... Знаете, будучи на каком-то тренинге, я уж не помню на каком, там была задача сравнить себя с какой-то геометрической фигурой. И вот у меня там родилось сравнение, которое я потом себе напоминаю, когда тяжеловато бывает. Я сравнила себя с квадратом, потому что в оригами квадрат – это базовая фигура. И вот из квадрата можно сделать все, что угодно, по большому счету. Вот это наши ценности.
Да? Вот квадрат в оригами– это наши Полуглав, да? ценности. И если у человека внутри вот эти ценности есть, они сформированы, то из этого базового квадрата он любую фигуру сложит. Это мое вот искреннее убеждение. И я с этим всегда консультирую людей, которые приходят ко мне по поиску работы. И касательно резюме, и касательно какой-то карьерной траектории. Вот там предыдущие десятилетия многие из нас лукавили, потому что все ходили по конференциям и говорили: ах, мир ВУКа, мы живем в изменчивом мире, все меняется каждый день, да? Давайте выйдем за границы комфорта, и тогда только. Или вот еще такая тема про осознанность, да? Давайте будем осознанными. Вот, ребят, у нас сейчас идеальная программа. Мир ВУКа, мы можем быть осознанными, чего не хватает-то? Все есть для того, чтобы научиться принимать изменения и научиться работать с собственной мотивацией. Да? То есть вот момент, когда это лукавство, как шелуха, сходит с тебя, и очень важно, там сердцевина есть, да, прям по Ибсену, или этой сердцевины нет. Вот если она есть, то дальше все получается. Если ее нет, то это только вопросы к себе. Но вы каким-то образом специально адаптируете свои методики? У вас же не было это готово, условно говоря. Вы сейчас выкручиваетесь на ходу, перестраиваете свои курсы, или вы изначально уже каким-то образом были к этому готовы? Ну, вообще сами программы, конечно же, есть тут такая часть, как практика, и в моделинге практика это, конечно же, не онлайн, да, то есть то, что является теорией, мы можем дать в онлайне, а то, что является практикой, тут в любом случае у нас каникулы, да, то есть все съемки, мероприятия, показы, это все переносится на время после пандемии. Сейчас только теория и практика самостоятельно дома, не более того. Перестроить, да, на самом деле эта ситуация была толчком к дальнейшему шагу в онлайн-сфере. У нас агентство находится не только в Ярославле, не только в России, еще в 3 странах, всего в 3 странах. Это Россия, Белоруссия и Молдавия. Недавно там тоже запустились. И онлайн-площадку мы еще не задействовали, и как раз сейчас у нас агентство запустило онлайн-обучение, то есть это немного отличное от того, что мы даем сейчас своим ученикам. То есть наши ученики сейчас продолжают обучение с преподавателями, с которыми они общались вживую, то есть у них уже есть свой контакт, и это то, что более свойственно, да, нам. Запустили еще дополнительно онлайн-обучение, которое, в принципе, и хотели делать, но в нынешних обстоятельствах пришлось ускориться и сделать это сейчас. Последний вопрос. Как ты думаешь, вот с учетом того, что сейчас происходит, в том числе в глобальном смысле, в мире, каким-то образом изменится фэшн-индустрия? Возможно, после карантина мы все уже вернемся к нормальной жизни немножко другими. Что-то меняется? Замечаешь ли ты это сейчас на будущее? Конечно, меняется, потому что сейчас все агентства на самом деле понесут довольно-таки большой финансовый Потери? У кого-то крах, у кого-то потери, да, и, возможно, придется начинать практически с нуля, потому что, допустим, у нас модели сейчас, те, кто работал за гран, у нас еженедельно модели уезжали работать за гран, и некоторые уезжали сразу на несколько контрактов, то есть не возвращаясь в Россию, они летели дальше на следующий контракт. Сейчас же, начиная с января, у нас модели всех возвращали в Россию, и, конечно же, это скажется. Все контракты отложены на неопределенный срок, и когда все это закончится и как это продолжится, пока неизвестно. Но при этом у нас есть даже модели, кто целенаправленно остался, допустим, в Китае. У нас 2 ребенка маленьких, они с родителями уехали в Китай, и родители осознанно сделали выбор остаться там. То есть они отсидели там 2-недельный карантин, прошли все, сдали анализы. Там находиться на самом деле намного безопаснее, чем сейчас здесь, в России. И, конечно же, как только откроются границы, мы будем работать в направлении Китая, потому что это сейчас безопасно. Что будет с Европой, пока неизвестно, но это все очень сильно скажется на всех агентствах.
Но вот смотри, вас в итоге вынудили закрыться, я правильно понимаю? Это же не очень добровольно все получилось. Да, потому что, ну, во-первых, как я закрылся. То есть я об этом узнал от арендодателя и, собственно, четкого списка о том, что именно частные сауны, мое непонимание было связано с тем, что почему именно частные сауны должны закрыться, ведь перед тем, как началось все это, все пиарили бани. Потому что это полезно, в том числе до министра здравоохранения и всех знаменитых врачей, и Александра Лукашенко, который призывал немного дерябнуть водочки и пойти в баню. Собственно, но нас первым прикрыли. Ну, во-первых, есть эпидемиологические требования. Когда начинается какая-то пандемия, закрывают первым делом бассейны и все, что связано с влажностью. Вот. То есть сама сауна, она даже полезна, но душ, бассейн, это все как бы не есть хорошо. Вот. И когда мы закрывались, нам не выдали никаких бумаг, я их так и не получил. Соответственно, когда бегали представители прокуратуры по рядом стоящим зданиям, и рядом стояла общественная баня, на которую ориентировался, им тоже ничего не выдали, то есть, соответственно, ребята не могут не получить каких-то отсрочек по кредиту, ничего. То есть им сказали, мы вам рекомендуем не пускать клиентов, после чего люди, соответственно, логично спросили, ну вы же нас закрываете. Нет, мы вас не закрываем, просто не пускайте клиентов. Ну, по сути, это то же самое. Ну, во-первых, у меня, скажу сразу, у меня по городу 3 сауны. И со всеми ними разная история. То есть одну сауну я вовремя закрыл на ремонт, который плавно перешел в карантин, но, собственно, там был ремонт. Мы не стали уже торопиться, так и делается тихонько ремонт. Поэтому вторая сауна, когда мы ее создавали с напарником, ну а в мае 2020-го моей компании будет 10 лет, надеюсь, выживу. По опыту мы уже поняли, что аренда это тяжело, и когда мы одну из саун открывали, мы с собственником, человек просто туда тоже вкладывался на паях, так скажем, с нами, договорились, что мы выручку будем делить в процентном соотношении. То есть как таковой аренды нет. И это, кстати, возможно, тренд будущего, да, в каких-то видах деятельности, когда тебе арендодатель не говорит четкую аренду, а ты своим умением, умом, какими-то вложениями дополнительными просто ведешь дело и получаешь определенный процент с дохода. Да, как и все мы. Но в итоге, а много ли людей у тебя оказались вот в одной лодке с тобой, и вам пришлось закрыться или без зарплаты, или с какими-то отпусками? Как вы этот вопрос решили? Здесь тоже, опять-таки, опыт сыграл, да, потому что как-то даже обсуждали это и сказали, что тоже, кстати, это, возможно, будет тренд. Ты знаешь, у меня зарплату получают люди так, минималка, да, вот этот пресловутый МРОТ, но у меня люди получают 10% от выручки. Вот сколько заработало, 10% она и получает. Ну, вообще, как бы это такая тенденция в платеже саун администраторам. Но здесь все честно. Сколько наработали, столько она и получает. Как бы, поэтому, ну, собственно, на один МРОТ как бы человеку ей попал, как говорится. Сотрудники пошли навстречу. То есть, ну, они понимают, что, скажем так, а куда им деться уже сейчас? Ну, некуда деваться. Как бы. И дальше, когда мы откроемся, вряд ли работа будет, потому что даже я слышал, что, извини, отхожу от стороны, но как-то в одном магазине я слышал, когда вводили карантин, то ли в Пятерочке, то ли в Дикси, что продавцов немного будут двигать и вводить тех людей, которые работали на KFC и в Макдональдсе. Кстати, я заметил, что качество обслуживания лучше стало. Не знаю. Ну, то есть, как бы идет борьба за любой вид работы. То есть, если взять вот знакомую в Праге, она говорит, что очень крупный салон красоты в Праге, и пришлось закрыться, и она работает кассиром на кассе, чему очень рада, потому что еле-еле выцарапала эту работу. Потому что, кстати, мне очень приятно, что перед нами был Стокгольм. Дело в том, что когда я был в Стокгольме, и вообще я, когда езжу по Европе, я всегда пытаюсь зайти в какую-нибудь баньку. И везде это ценится, везде это культ, особенно у скандинавов. У нас же отношение к баням, как и к предпринимателям, осталось в 90-х. Да, предприниматели-коммерсанты на 600-х, бани – это рассадник пошлостей и всего остального. Часто с этим сталкиваюсь.
Вот. Поэтому не так часто я вообще касаюсь этой темы. Очень тяжело двигать вид этой культуры, но я стараюсь. Я стараюсь двигать этот вид культуры отдыха, потому что он востребован, его любят, но почему-то люди стесняются этого. Ну вот смотрите, конечно, все ощутили на себе сейчас новые экономические условия. Каким образом вы на себе это почувствовали? Как ситуация сейчас ударила вот по потреблению топлива, например? Вы знаете, самое интересное, что я вот смотрел статистику и по всей России, и по Украине, и по Белоруссии. Вот, то есть, в принципе, ну, вводятся примерно одинаковые же условия, такие же, ну, самоизоляции, да, то есть, в принципе, вот если взять первые 2 недели, да, то есть, они где-то дали, то есть, минус где-то 30-35%, то есть, ну, потребление упало. То есть реально народ, то есть, пошел в самоизоляцию, но при этом всем, как бы, как мы видели, как я объезжал, например, город и смотрел, что людей практически нету, но при этом всем, как бы, машин достаточно много. Ну вот. И это не говорит, скорее всего, о том, что там вот, если 30% взять, что это потребление упало. Потребление упало по 2 причинам. То есть часть народа сидела где-то в домах, а часть просто у них просто делать было нечего. То есть они поехали там в магазин, съездили, чуть-чуть потратили. То есть это не говорит о том, что 30% населения просто взяли, автомобилистов я имею в виду, взяли и сели вот, по домам. А вторая неделя, то есть вот это вот, ну, до 12 числа, она где-то показала, значит, ну, примерно, ну, рост, скажем, потребления, вот, и упадок уже был где-то порядка 23-26%. Соответственно, мне же тоже пришлось как бы некие меры предпринять, и, значит, вот, например, чтобы у меня операторы по маршруткам не ездили, чтобы меньше было, значит, ну, возможности у них, не дай бог, заразиться. Да. Ну вот, поэтому как бы у меня сейчас старшие операторы, они возят со смены на смену, то есть привозят из дома на работу и, соответственно, с работы домой. Ну вот, значит, у каждого оператора, то есть раньше они между собой как бы, то есть планировали бензовозы, каждый там в смене был на неделю, сейчас у каждого как бы своя заправка, то есть и в принципе они между собой тоже не контактируют. Ну, то есть на заправках также у меня операторы выходят, то есть протирают шланги для клиентов, то есть повесили мы септики, то есть достали вот жидкости, которые на самом деле сложно сейчас достать. Поэтому каждый клиент может воспользоваться, ну, то есть и помыть руки, да, то есть и до, и после. Ну, вот, значит, это, ну, касаемо наших мер, да, то есть на заводе, честно говоря, тоже ситуация не из легких, потому что там бригады работают тысячами, вот, которые ведут ежедневную вот этот вот выработку топлива, и заводу, естественно, если сейчас это все повалится, ну, то есть на карантин, ну, завод просто уйдет и, ну, не сможет производить топливо, это уже будет коллапс. Коллапс, представляете, то есть наш завод, он снабжает не только Ярославскую область, Костромскую, Владимирскую, ну, вот, и, соответственно, Ивановскую. Соответственно, эти области могут просто тупо уйти в дефицит. И их сейчас задача, то есть, вот, ну, как я слышал, да, то есть, вот как это, значит, они хотели, в принципе, изолировать эти бригады, и у них есть некие дочки, ну, дочки фирмы имеется в виду, которые, значит, профилакторий «Березка», они хотели именно изолировать туда и возить их, например, оттуда обратно, то есть на завод. То есть, ну, работать, так сказать, вахтовым методом, ну, то есть, и не контактировать с семьей. Сегодня прям реально ровно 3 недели. Я помню эту последнюю барную ночь, когда люди решили оторваться, да, узнав, что все, завтра все закрывается и неизвестно, когда откроется. Вот скажите, 3 недели прошли, как вы себя чувствуете и как ваши заведения чувствуют себя? Мы работаем в режиме магазина и на доставке. Также каждую неделю по четвергам мы проводим онлайн-дегустации. Ну, заранее анонсируем, какой будет сет, какой мы будем пробовать пиво. И мы с Яном Левиным
вместе проводим эту дегустацию. И интерес к ним растет с каждой неделей. Вчера вот был эфир, очень такой теплый, очень дружественный, очень приятный. Просто мы поняли, что не хватает сейчас очень вообще живого общения, не хватает не только, там, допустим, еды, напитков, которые мы привыкли получать в заведениях, не хватает именно какой-то атмосферы. Поэтому вот мы из закрытого бара ведем свою трансляцию, с нами вместе люди дома общаются, пробуют что-то, открывают для себя что-то новое, информацию какую-то получают. Вот, и происходит какое-то единение этих людей друг с другом, они переписываются там комментариями, общаются с нами, мы отвечаем на вопросы. Вот, это, наверное, такой самый приятный сейчас проект. Да, Как мы себя чувствуем? ваш онлайн, я правильно понимаю, что ваш онлайн, он прям действительно собирает много, ты говорила там что-то прямо десятки людей одновременно сидят. Вчера 80 человек, 80-85 единовременно, постоянно находились в эфире в Инстаграме. Это при том, что он идет, 1,5 где-то часа. Как только узнали, что планируется кризис, 2 года назад прошла такая новость, ты помнишь, наверное. Это шутка. В общем, короче говоря, нам повезло, поэтому и как бы люди в какой-то степени уже знали о том, что у нас есть доставка, плюс формат Пинты как таковой, он вообще, это как бы бар-магазин, и в этом плане там как раз-таки сейчас ситуация лучше всех из наших 3 заведений, да и вообще из всех наших заведений по всем городам, потому что она работает давно, и люди давно привыкли к тому, что там магазин. И поскольку нам, слава богу, разрешают в таком формате работать, это нас выручает. Да, что касается, просто вот на днях тут смотрел отчет последний, мы каждую неделю, несмотря на то, что сейчас, так сказать, все не так, как мы привыкли, но мы как бы стараемся никакие рабочие моменты не упускать. Все работают, пусть в меньшем объеме, но мы ни с кем не расстались. В общем, я что хотел сказать, что у нас оборот упал в 10 раз за эти 3 недели. Соответственно, вот делайте выводы. Подожди, как мы себя чувствуем? А как же команда, большая команда? В стольких заведениях работало человек, сколько? 50, 80, сколько, я не знаю. Я думаю, что где-то 60-70 человек. Вот примерно. Никого мы не уволили. Всем, по факту сейчас мы работаем только для того, чтобы платить зарплаты. Мы ни с кем не рассчитываемся практически, с арендодателями договорились о снижении кардинальном ставок. То есть, условно, платим столько, сколько можем, потому что все понимают прекрасно. И спасибо большое, на самом деле, нашим хозяевам наших зданий, всех. Это очень тоже большая поддержка. И мы, не знаю, мы приняли такое решение, что не хотим никем жертвовать из наших людей, из наших сотрудников. Пусть мы, естественно, уменьшили зарплату, платим меньше. Я думаю, что примерно раза, на треть, наверное, или до половины некоторым вот так вот уменьшился доход. Но мы понимаем при этом, что если мы с кем-то расстаемся, то этот человек гарантированно просто идет на улицу. То есть никакой работы он сейчас не найдет. Выскребаться все. Вот. И там тоже сейчас в последнее время всех интересует вопрос, когда, наконец, уже все откроют и там разрешат работать. Вот с сегодняшнего дня вроде открылись салоны красоты, при том, что число заболевших в Ярославле растет. И, казалось бы, странно, вряд ли нас откроют сейчас. Я думаю, что и не в мае, и, возможно, и даже, может, к середине лета хорошо, если разрешат работать уже по-нормальному. Но при этом люди, которые не получают сейчас деньги, те, кто занят в сфере малого и среднего бизнеса, не обязательно в ресторанной, в любой, которым нечем платить зарплату, и руководителям, так как страна отправлена у нас не на карантин, а на
такой небольшой отпуск, но с сохранением зарплат. Я не Каникулы, представляю, да. Мгм. да, я не представляю, чем платят им зарплату, соответственно, им, возможно, ее не платят. Опять же, после, по-моему, обращения, которое вот второе было, когда отправили на месяц, вот до 30 апреля, я читала очень много отзывов, что просто в течение 10 минут очень много людей остались без работы. То есть их уволили сразу после этого обращения. Мгм. Ну вот только пишут нам дальше в комментариях, по оценкам московских ресторатов не откроются 30-40% заведений, вероятно. Да дай бы бог, Андрей. То есть, может быть и хуже. Да, я понимаю. Ну вот, а вы, например, Понимаешь? скажи, в этой ситуации вот у вас 3 заведения, вы готовы, например, одно закрыть ради спасения 2 других? Или нет? Но мы же уже этого не сделали. Мы либо все вместе продержимся, либо все вместе не продержимся. Ну, в Ярославле Ну, за, это там, за может, аренду да. и много за что. Это Вот, может быть поэтому какой-то смягчающий. регионам в этом плане проще, если это заведение достаточно известное, наверное, и достаточно, ну, на слуху. То есть вот меня тоже там периодически спрашивают знакомые, стоит ли им запустить доставку. Я говорю, ребят, если у вас заведение, которое не очень много вообще имеет гостей, не очень популярное, не очень известное, то, наверное, просто не будет смысла именно, ну, что это в убыток работы точно.